to strive for genuine happiness and well-being, we need an integrated approach. Если мы действительно хотим стремиться к подлинному благополучию, нам нужен интегрированный подход. We need all of these four elements. We need to work on each four elements if we really want to have an effective method. Нам необходимы все эти 4 элемента. Необходимо поработать над каждым из 4 элементов, если мы хотим иметь метод подлинно эффективный. As, of course, the first starting point is the motivational balance. Разумеется, точка отсчета здесь – это равновесие в мотивации. If we're not developing, cultivating healthy aspirations for genuine happiness, Если мы не развиваем здоровые устремления к подлинному счастью, if we're still caught up in chasing after sense pleasures, если мы все еще в ловушке погони за чувственными удовольствиями, then the other three are pointless. остальные 3 вида равновесия бессмысленны. As we saw from Shantideva, that if we don't have a correct motivation, healthy motivations, Как мы увидели, рассматривая цитату Шантидевы, если у нас нет правильных, надлежащих видов мотивации, then even though we want happiness, то даже желая счастья, all we're going to do is create a lot of suffering for ourselves and the people around us. мы лишь будем создавать множество страданий для самих себя и для людей вокруг. So if we can develop that motivational balance, Если же нам удастся развить это равновесие мотивации, really understanding that the source of suffering and the source of genuine happiness is within ourselves, где мы подлинно понимаем, что источник счастья и источник страдания сокрыт в нас самих, then on that basis we can really develop the other three balances. на основе этого нам удастся подлинно взрастить 3 оставшихся баланса. And then we can put effort into attentional balance. И тогда мы сможем приложить усилия к развитию равновесия внимания. As I mentioned, in mindfulness these days is very popular. Как я упоминал, в наше время осознанность очень популярна. But often what a lot of the modern mindfulness movements do, Но очень часто многие современные движения за осознанность занимаются следующим. and quite a number of them are taking mindfulness from Buddhism. Довольно большое число этих движений извлекает идею осознанности из буддизма, They look at these other elements а затем смотрит на оставшиеся элементы and they go, oh no, there's that religious stuff. и говорит: ой, нет, это все это религиозное барахло, Let's get rid of that. от этого давайте-ка избавимся, Let's just take that out because that's what we want. давайте вот этот компонент извлечем, потому что именно он нам и нужен. And then mindfulness, И тогда осознанность, it's a nice term that someone coined recently, это на самом деле довольно новый термин. becomes mindfulness. Нет, извините, следующее. Mindfulness, like Да, и тогда у нас получается мак осознанности, как в Макдональдсе. It's like fast food mindfulness. Такая осознанность из фастфуда. Not very healthy. Не очень здоровая, Because if we simply work on this alone without other framework, потому что если мы трудимся только над этим компонентом, но игнорируем весь контекст, mindfulness not only becomes ineffective, осознанность становится не только неэффективной, but often it simply amplifies our neuroses, но и часто попросту раздувает еще больше наши неврозы, amplifies our attachments, hopes, fears, anxieties. приумножает нашу привязанность, страхи, надежды и тревоги. So we need to make sure that we have a framework for our mindfulness. Нам необходимо удостовериться, что для практики осознанности у нас есть полноценный контекст. So based on that healthy motivations, we can develop those attention skills. На основе здоровых видов мотивации мы можем развивать навыки внимания. And those attention skills are the basis for cultivating cognitive and emotional balance. А эти навыки внимания становятся основой для развития когнитивного равновесия и равновесия эмоционального. As I mentioned earlier, if we don't develop attentional balance, Как я упомянул уже, если мы не разовьем равновесие внимания, if we don't develop our attention skills, если мы не будем развивать навыки своего внимания, then we can put a lot of effort into these two, the cognitive and emotional balance practices, то хоть бы мы и могли приложить большое количество усилий к развитию когнитивного или эмоционального равновесия, and not get very far. далеко мы не продвинемся.
And unfortunately, that's often what happens in many Buddhist traditions. И, к сожалению, именно это часто происходит во множестве буддийских традиций. In many Buddhist traditions, cognitive balance is very much emphasized. Во многих буддийских традициях очень большой упор делается на когнитивном балансе. We always hear about vipassana, vipassana, vipassana. Мы все время слышим про випассану, випассану, випассану. So people put a lot of effort into that practice И люди много усилий прилагают к этой практике and don't get anywhere и никуда не продвигаются, because their mind is distracted and dull. потому что ум отвлечен и притуплен. So we need to make sure that we develop our attention skills, and then our vipassana practice can be effective. Нам нужно удостовериться, что мы развиваем навыки внимания, и тогда практика випассаны станет эффективной. Because then we can really penetrate the nature of reality. Потому что тогда мы сможем подлинно прорваться к природе реальности. But we need to make sure that this is also balanced with emotional balance. Но при этом нам необходимо удостовериться, что этот процесс уравновешен развитием эмоционального баланса. These two balances of cognitive and emotional balance Эти два баланса, эмоциональный и когнитивный, are often called the two wings of practice, часто называются двумя крыльями практики, the two main wings of wisdom and compassion. двумя главными крыльями мудрости и сострадания. And unfortunately, often people tend to gravitate to one wing and ignore the other. И, к сожалению, часто люди склонны устремляться к одному из крыльев и игнорировать при этом второе. And that creates a lot of problems. В силу чего возникает множество проблем. As I mentioned, many people gravitate to the wisdom wing, the vipassana wing, Как я упоминал, многие люди устремляются к крылу мудрости, крылу випассаны, and then forget about the compassion wing. и забывают о крыле сострадания, And then often they become very self-absorbed, и часто становятся очень погруженными в себя, become very disconnected from the world, очень отстраненными от мира, very insensitive to the sufferings of others, чрезвычайно нечувствительными по отношению к страданиям других, and in very extreme cases, а в самых радикальных случаях become completely unethical. становятся совершенно безнравственными. Because they sometimes believe because they're some high-level vipassana meditator, Потому что верят в таких случаях, что коль скоро они являются продвинутыми практикующими випассаны, then everything I do is with wisdom. все, что я делаю, делается с мудростью. So everything is okay. Так что все нормально. And they do very bad, unethical behavior. И люди предаются очень дурному, ненравственному поведению. So we don't want to go there. В такое нам скатиться бы не хотелось. But also, sometimes people gravitate to the compassion wing and forget about the wisdom wing. Но, с другой стороны, бывает часто, что люди стремляются к крылу сострадания и забывают про крыло мудрости. And often also find themselves with difficulties. И также часто оказываются в затруднительных ситуациях. Because one of the things that can happen is our compassion that can become very biased. Ведь одна из вещей, которая может случиться, это то, что наше сострадание станет чрезвычайно предвзятым. I'll help these people because they're nice people. Я помогу вот этим людям, потому что это люди хорошие. But I'm not going to help these people because they're horrible, nasty people. Но вот этим людям я не буду помогать, потому что это ужасные, гадкие люди. In fact, I hope they suffer because they deserve to suffer. На самом деле, я надеюсь, что они будут страдать, потому что они заслуживают страдания. Also, even with the best intention in the world to help, Кроме того, даже если у нас самые благие намерения, желание помочь, we can often end up doing things that don't benefit but actually create harm. мы часто можем в конечном итоге совершать действия, которые не помогают, а вредят. So this is a classic example of compassion without wisdom. Это классический пример сострадания, не сопряженного с мудростью. And there's another thing that happens, particularly with those who have naturally strong compassion. И еще одна вещь, которая происходит в частности с теми, у кого от природы сильное сострадание. People who want to go out and fix and heal the world and make a change. С людьми, которым хочется приступить к делу, исправить мир, произвести какие-то изменения. They go out full of enthusiasm. Происходит вот что. Люди бросаются в дело, преисполнившись энтузиазма. And within 6 months they suffer compassion burnout. И через 6 месяцев переживают выгорание в плане сострадания. So this is another classic example of compassion without wisdom. И это еще один классический пример сострадания, не сопряженного с мудростью. Of course, the wisdom here is the wisdom of knowing what we can do to help and what we can't do to help. Здесь мудрость, разумеется, подразумевает знание того, что мы можем сделать, чтобы помочь, и того, что мы сделать не можем. And the wisdom of knowing when to rest and look after ourselves.
И мудрость, которая подсказывает нам, когда нужно отдохнуть и позаботиться о себе. Because if we don't take care of ourselves, we won't be able to take care of anyone else. Ведь если мы не будем заботиться о себе, то ни о ком не сможем позаботиться. And there's another example that probably all of us have experienced many times. И есть еще один пример, который, вероятно, большинство из нас переживали неоднократно. Is that we try to help someone, Он таков: мы пытаемся кому-то помочь, and they take advantage of us. а люди нами пользуются. Another example of compassion without wisdom. Еще один пример сострадания без мудрости. Because if we allow them to take advantage of us, Потому что если мы позволяем людям нами воспользоваться, we're encouraging them to behave badly. мы поощряем их к дурному поведению. That's not a very compassionate thing to do. Это не очень сострадательный поступок. So if someone's trying to take advantage of us, we must be very firm with that. Так что если кто-то пытается нами воспользоваться, нам нужно проявлять быть очень твердыми, And not allow that to happen. не допуская того, чтобы такое происходило. Because that's being kind to them and being kind to us. И в силу этого мы проявляем доброту и к другим, и к себе. So we need to make sure that we also balance the cognitive and emotional balance. А стало быть, нам нужно удостовериться, что мы также уравновешиваем между собой когнитивный и эмоциональный балансы. Otherwise, we'll be like the bird that tries to fly with one wing. В противном случае мы окажемся подобной птице, которая пытается улететь на одном крыле. We won't get very far. Далеко не улетим. But this is not just a one-way system, Но эта система не линейная. because the more we cultivate cognitive and emotional balance, Потому что чем больше мы развиваем когнитивный баланс и баланс эмоциональный, the more that will improve our motivational balance, тем больше это будет улучшать наше равновесие мотивации. and the more it will feed back into the attentional balance. И тем больше на уровне обратной связи будет напитывать равновесие внимания. So each one of those four supports the other and helps the others. Каждый из этих четырех элементов подкрепляет и поддерживает все остальные. So if we want to really strive for genuine happiness and well-being, Так что если нам хочется устремляться к подлинному счастью и благополучию, we need to cultivate each one of those four balances. необходимо развивать каждый из этих четырех балансов.